Приветствую всех, друзья! В этом видео мы подведем итоги того, что мы сделали, а в конце видео поговорим про deploy и про конфигурации Firebase. Так вот, я уже залил все на хостинг, и в принципе текущее приложение уже доступно по адресу timelibrary.in, поэтому можете зайти, протестировать. Так вот, что мы, собственно говоря, сделали. На фронтенде мы использовали Vue.js в связке с стилями от фреймворка UI-Mini. То есть отсюда мы использовали как раз таки исключительно стили, а все остальное мы делали посредством Vue.js. Также мы полностью настроили Firebase, настроили вывод ошибок и так далее. Также мы подключили валидацию, то есть если сейчас мы попробуем зарегистрировать и далее укажем ему неправильный email, то у нас сразу же вылезет ошибка, которую мы настроили через ViewLidate, о том, что email некорректный. Также если мы введем какой-то пароль, который не соответствует нужной длине, то у нас также вылетит ошибка. Более того, если у нас будут каким-то образом не совпадать пароли, то у нас точно так же будет ошибка. Теперь попробуем отправить email, который уже зарегистрирован в системе, то есть текущий email адрес мы регистрировали как раз таки, когда настраивали Firebase, и попробуем его отправить. И у нас сразу же вылетает ошибка о том, что такой email уже используется. И то же самое, если мы пройдем на этап логина, попробуем ввести какой-нибудь неправильный пароль, ну или для начала давайте попробуем вообще пароль не вводить, то у нас сразу же срабатывает ошибка, которую мы настраивали в Vue.Lidate, о том, что пароль у нас введен некорректный. И сейчас, если мы попробуем ввести неправильный пароль, то у нас придет ошибка как раз таки с Firebase о том, что у нас пароль невалидный. Попробуем зарегистрировать нового пользователя. Напишем тест, давайте 222. Так, единственное, я mail скопирую, чтобы потом еще одного пользователя зарегистрировать. И мы попадаем на стартовую страницу нашего приложения. Единственное, у меня здесь написано Not Secure, поскольку нету HTTPS протокола. Но это, в принципе, никак не относится к текущему приложению. Так вот, попробуем вбить какой-нибудь сериал. Например, напишем Lost, какой-нибудь description. И далее мы настроили подсчет времени, то есть если это у нас сериал, то у нас считается время, ой, точнее, если это фильм, то у нас считается время для фильма. Если же это сериал, у нас считается время для сериала. То есть напишем 5 сезонов, 11 серий, и пускай будет идти по 56 минут. И нам автоматически просчиталось время. Также мы настроили теги. Давайте напишем даже парочку. Выберем эти теги и отправим их. И у нас все точно так же перешло в нашу библиотеку, где у нас есть текущий сериал, где у нас указано время, указано то, что мы выбрали. То есть мы выбрали сериал, указано название и точно так же выводятся теги. Как только мы его отмечаем как выполненным, он у нас сразу переходит в completed. Ну давайте еще один какой-нибудь добавим. И теперь у нас уже фильм с текущим временем для фильма. И точно так же во всех задачах у нас есть, в принципе, выполненные, которые мы, например, уже посмотрели, то есть подразумевается. И также текущие, которые мы только что добавили. Теперь попробуем зайти под другим пользователем. Для этого зарегистрируем нового. И он у нас сразу же залогинивается. Мы, кстати, также настроили показ логина от сервера, поскольку у нас все действия являются асинхронными. И мы, соответственно, можем выводить тот факт, то, что когда идет загрузка и когда ее нету. То есть, если мы сейчас попробуем залогиниться, то у нас сразу же появляется загрузка. Так вот, на новом пользователе, если мы вобьем какой-нибудь task user 2, то мы уже, соответственно, не видим тех тасков, которые были на предыдущем пользователе. Мы видим исключительно те таски, которые у нас есть у текущего пользователя. И точно так же, в принципе, как и теги. Мы не видим теги, которые создавал какой-то другой пользователь. Мы видим только свои теги. Вот, в принципе, что мы и сделали. Также весь исходный проект есть на GitHub. И проект полностью открытый. Вы его можете форкнуть, после чего скачать из своего репозитория. И далее перейти в настройки файла main.js и изменить файл конфигурации на те конфигурации, которые будут в вашей Firebase. Ну, точнее, в вашем проекте, который вы создадите в консоли как раз таки Firebase.
Также весь исходный код прокомментирован, поэтому можете с ним делать все, что угодно. И мне будет также приятно, если вы поставите звездочку на текущий проект. Так вот, теперь, собственно говоря, перейдем в Firebase. И я покажу, в принципе, как его нужно будет настроить. То есть, прежде чем перейти непосредственно к деплою, нам нужно его настроить. А именно настроить права использования. Для этого переходим в базу данных, где у нас, в принципе, есть как теги, так и таски, в которых у нас находятся все наши теги и, в принципе, все наши таски. Так вот, дальше в правилах, поскольку у нас, в принципе, как такового нету самой ссылки на пользователей, то есть у нас сразу же идут таски. Это достаточно простая иерархия, поэтому в правилах мы тоже не будем ничего такого заумного делать. Мы просто подключим для наших тасков и для наших тегов read и write только тогда, когда у нас будет UID не равен нулу. То есть, когда у нас пользователь зарегистрирован, он может как и считывать данные, так и как-то изменять. Соответственно, незарегистрированный пользователь этого сделать не может. Можно написать также что-то еще потяжелее. И я, в принципе, оставлю 2 статьи под видео, и можете почитать подробнее про настройки правил. Или, наверное, я потом как-нибудь запишу отдельное видео именно по правилам в Real-Time Database и также по правилам как раз таки в Cloud Firestore. Вот, в принципе, и все. Теперь можно перейти к хостингу. И тут есть два варианта того, как можно разместить приложение на сервере. То есть нам Firestore предлагает разместить свое приложение как раз таки на его хостинге. И мы сначала попробуем именно этот вариант. Нажимаем «Начать». Дальше он нам говорит о том, что нам нужно прописать глобально Firebase Tools. Для этого я перейду в терминал. После чего глобально установлю Firebase Tools. Далее, как только Firebase Tools установился, нажимаем «Продолжить», и он нам предлагает залогиниться. Но прежде чем залогиниться, давайте соберем наш проект, пропишем команду npm run build. Текущая команда у нас описана в package.json. Вот она у нас. Она у нас поднимает ноду и далее запускает файл конфигурации веб-пака как раз таки из билда build.js. Итак, как только наш проект собрался, нам, в принципе, веб-пак выдает предупреждение о том, что для нашего проекта нужен HTTP сервер, и также, что индекс HTML, если просто будет открыто в браузере, то она работать не будет. Перейдем, пожалуй, в индекс HTML, посмотрим, что у нас появилось в папке dist. Здесь у нас есть файл index.html. Так, единственное, консоль сделал максимально большой, потому что дальше мы с ним будем работать. И вот они, в принципе, все файлы JavaScript, которые у нас конфигурировались в папке static. И также CSS, который у нас подключен в начале. Webpack нам сделал все самостоятельно, нам не нужно ничего прописывать. И также он добавил префиксы. Префиксы ко всем файлам, чтобы в случае, если мы будем деплоить второй раз, чтобы мы не заморачивались по поводу кэша. И, пожалуй, начнем деплоить наше приложение. Напишем Firebase логин. Для начала нам нужно залогиниться. У меня же он показывает, что я уже залогинен. Если вы не залогинены, тогда вам нужно будет пройти логин. Там, в принципе, нет ничего сложного. Просто дайте разрешение Firebase CLI, чтобы она могла работать с нашим Firebase проектом. Далее пишем Firebase init, то есть инициализируем наше приложение. И дальше, поскольку мы будем деплоить наше приложение, мы выбираем хостинг. Нажимаем пробел, выбирал я, кстати, стрелочками, после чего нажимаем Enter. И здесь же мы выбираем Time Library, то есть это тот самый проект, который мы, в принципе, и создавали. Нажимаем Enter. Дальше он спрашивает у нас, какую библиотеку, какую директорию мы хотим использовать как публичную. И если на этом этапе мы создадим, точнее напишем public, то у нас ничего работать не будет. Потому что нам нужна как раз таки папка dist, которую по умолчанию создает веб-пак. Поэтому здесь вместо паблика мы пишем dist. И после чего он у нас спрашивает, будем ли мы конфигурировать наше приложение как single page application. Мы ему говорим то, что да, мы в принципе делали single page application.
У нас файл HTML уже записан, и он предлагает его перезаписать. Нам этого делать не нужно, поскольку у нас файлы JavaScript и CSS уже там прописаны, поэтому нам ничего перезаписывать не нужно. Нажимаем No, инициализация прошла успешно, и мы можем, в принципе, деплоить наше приложение. Пишем Firebase deploy. У нас идет загрузка нашего проекта. Проект собирается. И далее он пишет то, что deploy completed. И у нас есть ссылка на наш проект. Откроем ее. И вот он наш проект, который точно так же работает. Перейдем в ASD пользователя, залогинимся и видим то, что у нас все точно так же работает. Что-нибудь напишем. Отправим. И вот он, в принципе, наш тестовый таск. У нас все работает. Можно также разлогиниться обратно. И далее в консоли Firebase мы можем точно так же подключить какой-то домен. И также он нам говорит, что у нас приложение развернуто и пишет текущую версию. Далее мы поговорим, в принципе, про развертывание приложения на каком-либо хостинге. Я для текущего проекта использовал хостинг Get. Я использую как раз таки текущий хостинг и всем клиентам рекомендую именно его, поскольку здесь как раз таки цена и качество идеально сбалансированы. И нам нужен как раз таки обычный хостинг. Ну и в принципе не имеет значения на самом деле на какой хостинг все это дело скидывать. Мы просто берем текущую папку dist и вместе с HTML файлом перекидываем ее просто через FTP клиент сразу на сервер, либо же через консоль. Тут уже кому как нравится. Единственное, что нужно сделать дальше, это как настроить файл Atakis. И здесь уже этот файл настраивается исключительно индивидуально. Ну вот, в принципе, и все. Мы сделали, в принципе, неплохое приложение. Также можете написать в комментариях, что было бы интересно посмотреть вам в следующих видео. Может быть, это также Vue.js, либо серверное что-нибудь. А с видео по текущему проекту, в принципе, все. Единственное, там, конечно, есть что оптимизировать, есть участки кода, которые нужно отрефакторить. И я это, в принципе, все сделаю, только единственное, сделаю это не на видео, а просто в виде коммитов на GitHub. В принципе, с текущим приложением все. И думаю, следующее приложение, если мы будем именно приложение разрабатывать, то оно будет более интересное. И уже будем делать что-то потяжелее. На этом, в принципе, все. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Увидимся.